Представьте, обычный визит ветеринара оборачивается началом настоящего детективного расследования. Ваш любимый тигр страдает от неизвестной болезни, вы в панике вызываете специалиста. И вот он, лишь начав осмотр, резко меняется в лице и спешно набирает номер полиции. Звучит, как сцена из фильма, а это все реальность одного дня в небольшом частном зоопарке Джона. С самого детства Джон обожал животных. Его дом всегда был полон питомцев, от кошек и собак до кроликов и грызунов. Эта страсть к братьям нашим меньшим лишь усиливалась с годами. Когда Джон повзрослел, он принял решение посвятить свою жизнь заботе о животных. Так появился его собственный зоопарк, где он мог каждый день находиться рядом с теми, кого так любил. Особую любовь Джон испытывал к тиграм. Эти мощные, изящные создания завораживали его. Он подолгу наблюдал за их повадками, придумывал им игрушки, создавал комфортные условия. Посетители тоже с интересом смотрели на тигров, но этого было недостаточно. Бизнес начал терпеть убытки. Зоопарку грозило закрытие, и это означало одно – Джон мог потерять своих любимцев. Отказаться? Ни за что. Джон решил привлечь внимание общественности по-особенному, при помощи чуда в виде рождения тигренка. Милое, пушистое, редкое, это событие точно должно было привлечь гостей. Скоро стало известно, что тигрица по кличке Джули ждет потомства. Джон был на 7-м небе от счастья. Однако с каждым днем живот Джули становился все больше, а роды все не наступали. Животное выглядело изможденным, страдало. Что-то явно шло не так. Испуганный, Джон вызвал ветеринара. Тот приехал быстро и начал обследование. И почти сразу нахмурился. Прощупывая живот тигрицы, он наткнулся на что-то подозрительно твердое, не похожее ни на плод, ни на опухоль. Подозрения росли с каждой минутой. Чтобы разобраться, ветеринар ввел тигрице наркоз и сделал УЗИ. То, что он увидел, повергло его в шок. Это точно не был тигренок. Он сразу же отложил оборудование и дрожащими пальцами набрал номер полиции. Джон стоял в ступоре. Он не понимал, что происходит. Уже через несколько минут к зоопарку подъехали полицейские с мигалками. Начался допрос. Интересовали подробности, откуда животное, кто продавец, с кем Джон заключал сделку. Вскоре выяснилось страшное: не так давно Джон, сам того не подозревая, приобрел тигрицу у людей, замешанных в преступной схеме по нелегальной продаже редких животных. Злодеи планировали использовать Джули как инкубатор и вживили в нее специальный трекер, чтобы позже выкрасть потомство. Именно этот прибор и обнаружил ветеринар. К счастью, имплантат удалось аккуратно извлечь. Тигрица пошла на поправку, и вскоре на свет появились 3 очаровательных тигренка. Один из них оказался настоящей драгоценностью, редким белым тигром, настоящий подарок судьбы. Новость о чудесном рождении моментально распространилась по округе. Люди потянулись в зоопарк, увидеть чудо своими глазами. Поток гостей рос с каждым днем, и дела Джона резко пошли в гору. Его зоопарку больше не угрожало закрытие. А он, глядя на счастливую Джули и ее тигрят, чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Вот так день, начавшийся с тревоги и отчаяния, обернулся неожиданным чудом. Иногда жизнь подбрасывает нам испытания, чтобы в итоге подарить то, о чем мы и не мечтали. Согласны? Делитесь впечатлениями в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие невероятные истории.